Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан. Я представляю канал на ютубе «Московские гуппи», а также аккаунт в инстаграме Руслан, Юля и наши гуппи. Друзья, тема сегодняшнего ролика – это аэрлифты. В нашем аквариумном хозяйстве есть большое количество самых разнообразных конструкций фильтров. Есть внутренние фильтры, есть сампы, есть внешние фильтры. Но 80% фильтрации воды в наших аквариумах происходит с помощью аэрлифтов. Почему именно аэрлифты? Дело в том, что мы занимаемся разведением только одной породы гуппи, рыбок. Это аквариумные рыбки гуппи. Вот. Причем основное количество наших линий гуппи – это веерохвостные гуппи. Соответственно, эти рыбешки, которые не любят быстрых течений, в то же время они не приветствуют застойную воду. То есть оптимальная для них вода – это ламинарное, медленное перемешивание слоев воды в аквариуме. И именно аэрлифты создают такую среду обитания для этих рыбок. Это наиболее оптимальный вид фильтрации для гуппи. Еще забегая чуть вперед, скажу, что мы не используем проточную фильтрацию. Это вообще отдельная история, да, отдельная тема, но просто вот запомните, мы это не используем. Поэтому в каждом аквариуме у нас устанавливается свой индивидуальный фильтр. Вот. В чем преимущество аэрлифтов перед другими видами фильтрации для именно гуппи? Дело в том, что, например, на один мощный компрессор, да, можно подключить до 20 аэрлифтов. Если мы будем использовать любой другой внутренний фильтр, даже с регулируемой головкой, то нам придется установить 20 фильтров, 20 розеток это значит, и, сами понимаете, довольно-таки большой расход электроэнергии, и, соответственно, это не очень удобно. Вот, и очень дорого. То есть, например, стоимость на сегодняшний день, стоимость хорошего, качественного внутреннего фильтра с регулируемым потоком составляет примерно стоимость хорошего 20-ваттного компрессора. То есть, сами понимаете, 20 фильтров и один компрессор. Вот разница. Второй момент очень важен. Гуппи, рыба мелкая, очень игривая, шустрая. И, например, плавая в аквариуме, где установлены внутренние фильтра, она очень часто попадает, например, кронштейны крепления этих фильтров и погибает там. Тоже это часто происходит. Кто держит гуппи, с этим, наверное, сталкивался тоже. Третий момент – срок службы губок. То есть губки, которым комплектуются хорошие качественные аэрлифты, достаточно долгие. Они могут служить и 4, и 3 года, 3-4 года. Это вот оптимальный срок их работы. И при этом качество работы не ухудшается. Вот это основные факторы, которые сподвигли нас остановиться именно на этом способе фильтрации наших аквариумах. Что еще хотел бы сказать? Что дело в том, что производитель все время меняет конструкции этих фильтров, выпускает новые конструкции и так далее, экспериментирует. Ну и мы то же самое делали. То есть увидим новую конструкцию аэрлифта, покупаем ее. Мы всегда для своей рыбки пытаемся что-то лучшее поставить, приобрести. Вот. И в результате могу сказать следующее, то есть чуть-чуть опережая опять же события, что с чего мы начали, в принципе, тем и закончили. Но все по порядку. Друзья, прежде чем я продолжу, я хочу сказать то, что обычно говорю в своих роликах. Все мы, что будем показывать здесь, это наш личный опыт. Если он вам покажется интересным, мы будем только рады. А если покажется неубедительным, то это ваше мнение, и вы имеете на это право. Итак, продолжим. Друзья, вот перед вами самая первая конструкция аэрлифта, которую мы приобрели для своей аквариальной. Это фильтр со среднепористой губкой, цилиндрической формы. Подача воздуха осуществляется через верхнее отверстие от компрессора. Вот я его разбираю. Воздух проходит от этой трубочки вниз. Здесь, если мы снимем, увидим отверстие по кругу. То есть воздух возвращается через это нижнее отверстие вверх, захватывая при этом через эти вертикальные отверстия, захватывая воду, которая просачивается через вот эту губку. И, соответственно, возвращается все это, вода, смесь, смешанная с воздухом, возвращается в аквариум. Таким образом и происходит очистка воды
в этом фильтре. В принципе, это схема фильтрации любого аэролифта. За счет восходящего потока воздуха и последующее за ним движение воды происходит очистка этой воды в аквариуме от органических, механических примесей, а также процесс биофильтрации, в котором принимают участие нитрофицирующие бактерии, заселяющие эту губку. Друзья, вы только что посмотрели видео, на котором мы показали несколько вариантов такой конструкции аэролифтов. Вот самые маленькие из них мы используем, где у нас находятся мальки. Другая конструкция в виде шайбы вы видели, это там, где у нас растут подростки. И цилиндрические высокие фильтра аэролифты, это аквариум с большим объемом. Вот. Как вы видите, тоже конструкции разные у них. Так почему, что же нам не понравилось? Почему мы дальше стали искать другие варианты аэролифтов? Ну, в принципе, самая главная причина сначала была, это то, что пузырьки воздуха, которые при смешивании с водой поднимаются на поверхность, они издавали достаточно, как нам показалось, достаточно шумными были. Поэтому мы в то же время мы видели, что на рынке представлены другие варианты аэролифтов, разные конструкции, и мы, соответственно, решили их тоже попробовать. И вот таким образом у нас появились вот эти двухрожковые аэролифты. Это двухрожковый аэролифт на присоске, то есть он крепится к боковым стеклам в аквариуме. Подача воздуха в нем происходит через трубочку в отверстие основания фильтра. Забор воды происходит через перфорированный рожок, на который надета губка фильтрации. Что можно сказать про эти аэролифты? Из плюсов то, что в них можно регулировать высоту выхода очищенной воды и воздуха. То есть отходящее отверстие можно установить как в толще воды на всех уровнях, так и над поверхностью водоема. Они комплектуются качественными губками, и вода в аквариумах, где установлены эти аэролифты, практически всегда кристально чистая. Друзья, вот это все плюсы этого аэролифта. Но у него есть один минус, и для нас лично оказался настолько существенным, что мы приняли решение вообще убрать их из своей аквариальной. У этих аэролифтов, в отличие от предыдущих, всего лишь одно отверстие на подачу воздуха. И это отверстие находится в самом труднодоступном месте основания фильтра и имеет свойство засоряться. В результате ухудшается фильтрация и аэрация воды в аквариуме. Если у вас не сильно большое аквариумное хозяйство, для вас это проблемой не будет. Но если у вас несколько десятков аквариумов, то это действительно уже проблема, потому что вам будет требоваться постоянно следить за ними. Дело в том, что, как я говорил, аэролифты не только очищают воду, они еще ее аэрируют. Соответственно, если у вас засорятся эти аэролифты, то кроме того, что перестанет быть фильтрация воды в аквариуме, вы также получите, что не будет происходить аэрация воды, что уже опасно для жизнедеятельности рыбок. Поэтому очень внимательно нужно за этими аэролифтами наблюдать. Кроме того, еще одно слабое место это присоски. Они очень часто всплывают на поверхность воды. И проблему шума в аквариуме они также не решают. Мы продолжили эксперименты с аэролифтами. И следующая конструкция этих фильтров, которую мы приобрели, выглядела уже так. У этих аэролифтов немного измененная схема подачи воздуха. Он подается снизу в основании фильтра, проходит через распылитель и в виде мелких пузырьков через вот такой носик выходит наружу. Захват и фильтрация воды происходит по аналогии с цилиндрическими аэролифтами. У этих аэролифтов необычное решение с насадкой-распылителем, благодаря чему мы получаем на выходе практически бесшумную смесь воды и воздуха. Еще обратите внимание на конфигурацию губок в этих аэролифтах. Их очень удобно устанавливать в угол аквариума. Да, друзья, вроде бы все отлично. Проблема шума решена, качественная фильтрация, вроде бы все хорошо. Но все равно есть один недостаток, и он тоже для нас, в общем-то, важным оказался. Дело в том, что также здесь, в этом аэролифте, происходит засорение выпускающего элемента. Только в данном случае это не отверстие, как в двухрожковом, в рожковом аэролифте, а вот эта насадка. То есть это именно та насадка, через которую проходит воздух и создается мелкая пузырчатая смесь, которая бесшумно получается. Вот этот самый распылитель, он очень быстро также засоряется. И
прочистить его практически невозможно. Вот. И остается только менять. Но дело в том, что вот отверстие, под которое эта насадка установлена, оно нестандартное, поэтому приходится выкручиваться, какие-то трубочки подрезать и так далее. В принципе, можно это сделать, но, опять же говорю, это неудобно. Да? Главное, это тоже удобство должно быть. Вот это самый главный минус. Если для вас это не минус, то покупайте, используйте очень хорошие аэрлифты, бесшумные аэрлифты. Вот, друзья, коль я вам рассказываю про аэрлифты с распылителем, есть еще одна конструкция. Вот она. Здесь он же аэрлифт в виде шара. Принцип работы тот же самый. Вот сейчас я вам покажу. Здесь мы видим, подача воды происходит сверху. То есть берем трубочку, проталкиваем ее, насаживаем на верх. Вот этот распылитель устанавливается в переходную трубочку. И все это дело мы устанавливаем сверху. Вот такая конструкция получается. В данном случае тут удобно менять распылитель. Не так дорого они стоят. Но тут другая проблема. Вот такую губку оригинальную очень трудно найти. То есть практически невозможно. Опять же, если мы будем пытаться поменять ее, то губка очень качественная, очень хорошая. И вот на эрзац-заменитель использовать вам вряд ли такое качество фильтрации вы получите. И главное, это нужно подрезать так, чтобы не было щелей и так далее, зазоров, через которые воздух будет проходить. То есть вот это самый главный минус. То есть он также работает бесшумно, очень-очень хорошо фильтрует воду, кристально чистая вода. Но вот имейте в виду, вот такой недостаток. Для нас, в принципе, он тоже существенным оказался. И, в общем-то, нас это тоже, в принципе, не устраивает. Так, друзья, ну, я вам показал все основные конструкции аэрлифтов, которые у нас используются в аквариальной. Вот. Но есть еще один аэролифт, который мы тоже приобрели, вот, который у нас работает. У него вот этот аэролифт, пожалуйста, посмотрите. Из плюсов, как всегда плюсы. Значит, у него шикарная губка, то есть работает как пылесос, чистит вода в аквариуме кристально чистая, просто вот губка шикарная, наверное, одна из самых лучших губок на аэролифтах. Вот. Он работает бесшумно, благодаря специальной насадке, которая здесь находится внизу. Он также растекает воздух на более мелкие частицы и также работает бесшумно. Все хорошо, все замечательно. Но почему же мы не стали его в массовом количестве приобретать и использовать? Все очень просто. Дело в чистоте. Дело в том, что Юля очень любит чистоту в своих аквариумах. Вот, поэтому, чтобы почистить этот аэролифт, приходится тратить очень много времени. Почему? Вот сейчас покажу. Обратите внимание на конструкцию этой трубочки. Сейчас я ее буду разбирать, и вы поймете, в чем дело. Итак, вот этот рассекатель, который рассекает воздух. Вот одна трубочка внутренняя, вот вторая трубочка. Руслан, бери. Вот. Нет. Вот третья трубочка. Вот четвертая трубочка и сама Она насадка. Да. Кстати. И вот обратите внимание, сколько деталей. Вот это все нужно почистить, а потом забрать заново. Времени на это уходит достаточно много. Вот по этой причине, что много возни с ним получается, мы решили отказаться от этих аэролифтов. Но если вас это не пугает, рекомендуем. Очень хорошая конструкция и очень качественные аэролифты. Друзья, мой рассказ об аэрлифтах был бы неполным, если я не рассказал об еще одной конструкции аэрлифтов, которых в нашем хозяйстве нету, но на рынке они присутствуют. Вот один из образцов этих аэрлифтов, это аэрлифты со сменными наполнителями. В данном аэрлифте мы видим следующее. В обязательном порядке в них присутствует два наполнителя. Это поролон и синтепоновая губка. Это в обязательном порядке. А вот третий наполнитель, они меняются. В данном случае в этом аэрлифте установлен циолит. Предполагается, что синтепон и поролон осуществляют механическую фильтрацию. На их поверхности также поселяются колонии нитрофицирующих бактерий, вот, которые очищают воду от
болезнетворных опасных ядов это аммиак и нитриты преобразуют в нитраты более безопасный элемент азотного цикла, а ациолит очищает от органики и тяжелых металлов и так далее. Вот конструкция такого орлифта. Сами мы его, как я говорил, ни разу не использовали, а своей аквариальной как-то не довелось. Если у вас опыт применения этих орлифтов есть, то, пожалуйста, в своих комментариях к этому ролику можете рассказать о них. Мы почитаем, нам тоже интересно. Вот. Ну и, собственно, завершить свой рассказ, как я говорил, я хотел вам рассказать о том, какой же все-таки аэролифт оказался самым удобным для нас, к каким выводам мы пришли. Вот такой вывод, что вот такой аэролифт, с которого мы и начинали строительство нашей аквариальной, он оказался самым лучшим, самым удобным, самым эффективным со всех каких-либо моментов не бери, все самое лучшее. То есть губки работают долго, процесс очистки этих аэролифтов очень простые и так далее. То есть, ну шумно, да, ну что делать, плюсов все-таки больше, чем этот единственный минус. Вот, в принципе, вот такой вывод. Вот это аэролифт наиболее нам удобный в нашей аквариальной. Друзья, в принципе, я на этом заканчиваю свой рассказ о аэролифтах. Вот. Если вам понравилось, было интересно, ставьте лайк, будет приятно. А на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. До новых встреч на канале Московские Гуппи.